Технология UST уже привлекает внимание как частных инвесторов, так и государственных структур, что открывает перед нами перспективы для сотрудничества и развития на этом континенте. В прошлом году мы начали активную работу по внедрению технологий UST в США. Для этого была создана специальная группа компаний и открыто маркетинговое представительство USky Tech. Статистика спроса только на пассажирские перевозки в мире прогнозирует их прирост на 360% к 2050 году по сравнению с 2015 годом. До 120 триллионов пассажирских километров в год. Существенную нишу возникшего мирового спроса мы планируем заполнить транспортным решением UST, включая наши высокоскоростные комплексы. И здесь у нас есть все шансы на успех. Соединенные Штаты Америки всегда были благоприятной страной для развития инноваций. Инженеры-изобретатели, независимо от их национальности, на протяжении не одного столетия заявляли миру о своих технологиях именно отсюда. Аэропланы Игоря Сикорского, изобретения Николы Теслы, автомобили Генри Форда и самолеты Уильяма Боинга – все начинало свой путь в США. Именно Америка одной из первых осознала значимость для государства железных дорог. И пока в других странах сомневались и откладывали их реализацию, в США только за 10 лет с 1880 по 1890 год было построено 118 тысяч километров железных дорог. Это же почти 12 тысяч километров в год. Автомобильные дороги. В США вовремя определили их перспективность, наладив массовое производство автомобилей в 20 веке, построили более 6 миллионов километров автомобильных дорог. И, конечно же, этого не произошло бы без Генри Форда, чьи идеи смогли расцвести только в благоприятной для инноваций в социальной среде. Или возьмем уже наше время. Электрокары Тесла Илона Маска, инновационные технологии Apple Стива Джобса, вычислительная техника Microsoft Билла Гейтса, искусственный интеллект. Все это развивалось здесь, на просторах Соединенных Штатов, где инновационным проектам способствует законодательство и наличие у страны больших средств для поддержки и реализации. Начав свой путь в США, дальше эти технологии распространялись по всему миру. Проанализировав все эти факторы и имеющие перспективы, мы приняли решение развивать высокоскоростную технологию UST в данном регионе. По нашим расчетам, демонстрация и сертификация высокоскоростного струнного транспорта в США не только будут способствовать развитию этой страны, но и окажут большое влияние на мировую транспортную индустрию, в том числе повысят экологическую устойчивость всей существующей отрасли. И еще один очень важный фактор. Разработанные мной технологии направлены не на благо какой-то одной страны или организации. Они нужны всему миру, чтобы сохранить для будущих поколений наш общий дом, биосферу планеты, где технологии смогут существовать в гармонии с человеком и природой. Именно эта философия. Философия того, что инженерные технологии, а транспорт в первую очередь, должны быть направлены на глобальную трансформацию всей нашей технологической цивилизации, мотивировала меня усердно работать на протяжении последних 50 лет. И ведь не случайно я известен в публичном пространстве как инженер мира. Ведь я инженер, который думает в первую очередь о благе всей планеты Земля и обитающего на ней человечества. Я инженер, который предлагает биосферные технологии для всего мира. И не ради денег и прибыли, хотя они здесь, естественно, и присутствуют, а для здоровья, благополучия и процветания каждого человека, независимо от страны проживания и цвета кожи. Но чтобы охватить весь мир, начать следует с отдельных государств. Тех, кто в первую очередь увидел в наших биосферных технологиях перспективное направление и создал благоприятные условия для их развития. Дальнейший успешный запуск наших проектов на этих территориях сможет убедить и другие страны
высоком уровне экологичности, технологичности, эффективности и безопасности инновационной транспортно-инфраструктурной технологии UST. Доскоростное направление UST приведет нас к неизбежному, непременному успеху. Сейчас наши американские партнеры ищут землю под хаб. Заключение соглашения о выделении участка земли под строительство станет первым этапом нашей работы в этой стране.